Всем привет, это Антон Логинов, и мы сейчас находимся, вы, наверное, могли подумать, что мы находимся в автосалоне, но на самом деле все несколько иначе. Сейчас мы ни много ни мало в Лейпциге на заводе Porsche. Честно говоря, я не думал, что мы вернемся в этот прекрасный город, ведь все это время он ассоциировался только с одним, с Games Convention. Мы сюда приезжали многие годы, смотрели на видеоигры, но даже не помышляли оказаться здесь. Это крайне необычное место, которое может посетить каждый. Здесь собирают Кайенны и Панамеры, а также ежегодно принимают более 35 тысяч простых посетителей. На огромной территории расположились несколько сборочных цехов, к которым подходит собственная железная дорога, 2 тестовых трека и необычный трейдинговый центр в форме бриллианта с музеем, рестораном и фирменным магазином Porsche. Каждый может приехать сюда, познакомиться с продукцией компании, сделать заказ и проконсультироваться у специалистов компании. В общей сумме наш центр привлекает более 35 тысяч посетителей каждый год. Они посещают музеи, любуются машинами, ездят на машинах. Мы проводим для них экскурсии по сборочному цеху. Они проходят курсы обучения в школе вождения Porsche. Для покупателей, приезжающих сюда, чтобы приобрести машину, организована ежедневная программа. Сначала они посещают сборочный цех, а затем начинается тест-драйв выбранной машины. Например, покупая Кайен, они могут устроить ему испытание на оффроуд треке. Потом прокатиться по треку с дорожным покрытием. И после этого они покупают новую машину. И уезжают от нас счастливыми. Но это, конечно же, не отвечает на вопрос, зачем мы здесь. Официальная причина — посмотреть новый Need for Speed Most Wanted. Ну а настоящая, конечно же, в том, что нам очень хочется прокатиться на одном из вот этих Porsche по заводскому треку. Мы проведем в центре Porsche 2 дня. Мы будем играть в финальную версию Most Wanted, познакомимся с историей Porsche, посетим заводские цеха и, конечно, выгоним несколько автомобилей на трек. Но сперва давайте осмотримся. Porsche здесь повсюду. Это, я так понимаю, какой-то небольшой музей, потому что вот здесь находятся новые модели, а на второй полке, так сказать, такие музейные экспонаты, легендарные модели, которые всем запомнились в разные годы. И, честно говоря, я никогда в своей жизни не видел столько Porsche, понимаете? Такое ощущение, что вот это конкретное место, оно было сделано для каких-то торжественных церемоний. Здесь трибуна. В общем, на самом деле непонятно, что это музей, зал для каких-то церемоний или просто интересный антураж для столовой, которая занимает практически весь этот этаж. Хорошо быть сотрудником Porsche. Пойдем наверх, посмотрим, что здесь. Здесь люди кушают, нам кушать не надо. Вот явно гордость Фердинанда Porsche. Дизельный трактор. На втором этаже столовой находится музей Porsche. Здесь собраны поистине легендарные и уникальные автомобили. Здесь, например, вот находится 959-й Porsche времен ралли Париж-Дакара. Это уникальная машина, которая прошла испытание в пустыне и представлена вот именно такой, какая она была, и даже не ремонтировали. Здесь все выбитые стекла, царапины, побитые крылья. Ну и надо сказать, что, в общем-то, раллийные гонщики тех времен были отважными людьми. Там, конечно, не знаю, как сейчас, но в этой машине не сильно комфортно. К слову, эта модель была достаточно убыточна, несмотря на то, что в 80-е этот автомобиль считался одним из самых технологичных. У нее был передовой для того времени полный привод и регулируемый дорожный просвет, что, собственно, и позволило ей попасть на ралли Париж-Дакар. А так 959 выглядел в жизни, в серии. Честно говоря, раллийная версия намного круче. Вот эта красавица 911 GT3 RS4.
Один из самых, мне кажется, прекрасных автомобилей Porsche. Самый передовой, бескомпромиссный, дорогой и, безусловно, сексуальный. Всего-то 12 миллионов рублей. Как говорится, дайте две. А здесь снова история. Это Porsche Can-Am Spyder. Сейчас некоторые называют такими названиями мотоциклы, но некогда это были такие гонки. Специально для них Porsche соорудили этот автомобиль. И опять же, обратите внимание, насколько это было самоубийственное вообще решение залезть в эту машину и участвовать в скоростных гонках. На самом деле это очень важный автомобиль, потому что на нем тестировали новый двигатель и турбину 911-го Porsche. То есть он прям заложил новый виток развития этой серии популярных автомобилей. К слову, это был самый мощный автомобиль в мире. Под капотом было только, представьте, 1500 лошадиных сил. Разгон до 200 км происходил за 5 секунд, а максималка была 340 км в час. К слову, сами гонки Can-Am быстро прекратились после того, как он стал в них участвовать, потому что он постоянно побеждал. Да и в целом там был кризис нефтяной, и люди стали больше думать об экономичности и безопасности. А тут наглядная демонстрация того, как, в общем-то, смазываются детали автомобиля. И, я так понимаю, это разница между каким-то природным маслом и синтетическим. Как мы видим, природное масло, оно тягучее и тошное. А вот синтетическое обладает характерным звуком. Это IndyCar 89 года. Некогда эти гонки были безумно популярны. Это такая, да, мини-формула. Честно говоря, водитель должен быть очень маленьким. Я вот себе представил, как я попытаюсь сюда залезть. Собственно, на смену Can-Am пришел IndyCar. В 80-х эти гонки были безумно популярны, но Porsche быстро к ним утратили интерес. Но вот этот болид остался, и он обладает внушительными характеристиками. Там 750 лошадиных сил и максимальная скорость 360 км в час. Это уже такой современный суперкар для гонок 24 часа Ле-Мана. Это был первый суперкар, который Porsche построили с конца 90-х. Тогда они победили в Ле-Мане и решили, что хватит, мы все всем доказали, и деньги лучше поэкономить. И вот только с этим автомобилем во второй половине 2000-х они вернулись в большой автоспорт. А вот это уникальный шанс увидеть, как Carrera GT выглядит изнутри. Это всего лишь каркас автомобиля без внешней обшивки. Ну, то есть буквально сиденье с мотором и колесами. А что такое Carrera GT на самом деле, вот можно увидеть здесь. Вполне себе симпатичный, прикольный автомобиль. Ее производили до 2010 года, и она была лучше на Нюрнберге, пока ее на полсекунды не обогнала Зонда. Ну, это классика, понятно. Таких и в Москве много ездит. Но это легендарный 911 GT1. Это, собственно, тот самый GT1, после победы которого в 1998 году Porsche решили завязать с большими гонками. А это его предшественник, тоже сконструированный для гонок Ле-Мана. Ну, тут, в общем, понятно, что в основном собраны уникальные автомобили, которые никогда не были серийными. Это 82-й год. Эта машина, мне кажется, еще раз подчеркивает, что пилоты 80-х, а уж тем более 70-х и 60-х были отважными людьми. На самом деле, мне кажется, мы зря идем против часовой стрелки. Да, мы так в прошлое возвращаемся. Это 911 GT3 2002 года. А вот True классика. Господи, как мы любили эту машину в детстве. Кто бы мог подумать, что спустя столько лет она будет казаться куском не пойми чего. Уж простите, Porsche. Что ни говори, а время оно не щадит не только женщин, но и автомобили. Собственно, американцы Porsche называют Porsche. Porsche, говорят. Стало быть, девочка. А вот этот автомобиль чуть младше меня, 944 Turbo. Рождался в адских муках, его там совместно проектировали с Volkswagen, потом дорабатывали, в результате он все равно мало впечатлял. Под капотом всего 250 сил.
этого, мне кажется, даже спустя года есть стиль. Carrera 924 81 года. У этого автомобиля, похоже, с 944-м судьба. Его разрабатывали для Volkswagen, но потом случился нефтяной кризис. Volkswagen проект заморозил. Porsche подумали, что он что, работе пропадать, выкупили права и стали сами его производить. В результате это был один из самых популярных авто эпохи. Было продано больше 150 тысяч машин. Да, наверное, потому что это, в общем-то, раллийная машина. А в ралли всегда было больше рока. Это 928S Verzeizer, 84 год. Сложно поверить, но когда-то в 70-х Porsche хотели заменить вот этим свой 911. Сам Ферри Порше считал, что компании не хватает спорткара люксового класса и подарил его себе на 75-летие. Видимо, Panamera — это такой современный преемник 928-го. Но могу сказать точно, сейчас он выглядит как универсал для пенсионеров. Ну а вот этот ряд таких современных Porsche, он наглядно демонстрирует, что бывает с автомобилем, если в него бросить какой-нибудь плазмогранаты из какой-нибудь sci-fi игры. Вот этот Porsche будоражил мои сновидения в детстве. 91-го года, 90-го вот, да, совсем не катит. А вот модель 91-го года, она протянула достаточно долго. И, в общем-то, все, будучи детьми, мечтали именно об этой машине. Это, кстати, был один из самых первых автомобилей мира, поставлявшийся с двумя подушками безопасности. При максималке в 320, но они не помешают. Мотор Porsche 72 года. Кстати, очень круто сделали. Они только часть его отреставрировали, что вот здесь каким он был, как он дожил до наших лет, а здесь надраенный почти как новенький. Ну и финал нашей экскурсии 911 E24 Dorotea 72 года. Этот автомобиль был назван в честь жены Ферри Порше, сына основателя компании. Она очень любила высокие скорости и автомобили мужа. Но вот это вот классика, которая даже прям вызывает уважение. Да, вот в ней даже спустя годы есть стиль. Экспозиция в музее Porsche постоянно меняется. Одни автомобили привозят, другие увозят. Для этого в центре здания есть даже весьма вместительный лифт. К сожалению, в момент нашего визита куда-то увезли легендарного предшественника 911-го 356-ю модель. Но, тем не менее, нам было чертовски приятно прикоснуться к неподдельной истории одного из самых известных автомобильных брендов в мире. А сейчас посещение фабрики Porsche. Мы сейчас отправимся в святая святых. Туда пустят всего несколько человек. Не пустят даже людей из Electronic Arts. Только вот некоторых журналистов запустят, чтобы они посмотрели, как же создаются эти прекрасные автомобили. К сожалению, снимать там будет нельзя. На самом деле в экскурсии по заводу не было ничего особенного. Мы сразу вспомнили поговорку о том, что если человек ест мясо, это не значит, что он хочет знать, как забивают корову. Возможно, дело еще в том, что завод в Лейпциге — это огромный сборочный цех, двигатели и кузова автомобилей сюда доставляют поездами, а все самое интересное происходит на основном производстве в Штутгарте. В общем, так или иначе, простому обывателю в сборочных цехах будет скучно. Поражала только всеобщая чистота, относительная тишина и оптимизированность производства. Несмотря на то, что делается все вручную, сборка идет с такой фантастической скоростью, что у Porsche даже нет складов. Все авто делаются под заказ, а комплектующие доставляются на завод под конкретного покупателя в день сборки и находятся в здании не больше 18 часов, после чего готовая машина сразу уезжает к клиенту. В каждую машину встроен чип. Его всегда можно просканировать и узнать имя клиента и комплектацию. Всего же завод выпускает 500 автомобилей в день, на нем работает около 1500 человек в 3 смены. Компания с оптимизмом смотрит в будущее. В следующем году численность сотрудников перевалит за 2000, а с конвейеров начнут сходить новенькие Маканы. В общем, остается только восхищаться тем, как хорошо налажены дела у самой прибыльной автокомпании в мире. Ну а нам пора отправиться дальше.
Смотрите в следующих частях нашего репортажа с завода Porsche в Лейпциге. Я думал, на нас сейчас нацепят какие-нибудь крутые шлемаки. А в результате я буду вот так. Муслон совершенно не похож на своего предшественника. Это совершенно другая игра, и это первое, к чему вам нужно приготовиться. О, вот это я понимаю, Муслон, смотри! Да! Одна эта вот радость, она уже стоит многого. Всем привет из 2015-го. Вот этот сюжет не особенно дорог, и мы его делали буквально где-то за неделю до того, как появился этот канал, поэтому большинство из вас, я думаю, его и даже не видели. Но вот сейчас права на этот сюжет вернулись ко мне, я его чутка подреставрировал, сделал небольшую цветокоррекцию, смог выделить на это время, потратить, чтобы выложить на канал. Все это, конечно же, благодаря вашей поддержке. Ну а для тех, кто все еще сомневается, что нужно нас поддерживать, вот пример одной из многих наших работ и пример того контента, который мог бы быть на канале, помимо того, что на нем есть. Ну а что касается обзоров, то они уже в производстве, первые появятся совсем-совсем скоро. Так что спасибо, что смотрели, спасибо за поддержку и увидимся. Счастливо!